Всем привет! В последние годы наблюдается борьба двух тенденций. С одной стороны улучшаются средства защиты гонщиков, с другой растет популярность мотокросса и участников соревнований. Также усиливается конкуренция, которая склоняет спортсменов к большим и большим рискам. В итоге статистика показывает заметный рост травматизма в профессиональной среде. Прежде всего в США и Великобритании, где мотокросс особенно развит. Вот несколько фактов, взятых из разных западных исследований. Наибольшая часть травм получена весной и летом, то есть в начале сезона. Вероятно, не все райдеры вошли в тему после зимнего перерыва. – 85% травм случилось на гонках, а не на тренировках. Большое число травм было получено при столкновении с другими гонщиками, и даже возникало предположение, что меньшее количество участников на старте может уменьшить частоту и тяжесть повреждений. – 18% получили более одного повреждения. Особенно часто и опасен травматизм при прыжках. Переломы нижних конечностей происходят почти в 2 раза чаще, чем верхних. Сотрясение головного мозга, по заявлению американских медиков, одна из наиболее распространенных травм в мотокроссе. Это 30–40% от общего числа травм, и в среднем наблюдается 2,5 сотрясения за гонку. Но сотрясение легко спутать с более сильной травмой – ушибом мозга. Эта травма требует обязательного медицинского лечения и госпитализации. Для самых маленьких детей в возрасте до 11 лет уровень травматизма практически отсутствует, потому что они катаются на маленьких мотоциклах. Чем больше кубатура мотоцикла, тем выше уровень травматизма и сами травмы более серьезные. Американцы посчитали, что кросс на стадионах более травмоопасен, чем на открытых трассах. Плохое состояние трассы существенно повышает риски. Даже небольшой туман мешает прогнозировать развитие ситуации. Грязь и непогода также ухудшают контроль и провоцируют аварии. А вот наиболее частые травмы в мотокроссе. Перелом ключицы и разрыв связок плечевого сустава относятся к очень распространенным травмам во всех исследованиях и часто случаются одновременно из-за характерной направленности ударной нагрузки. Перелом предплечья и запястья тоже в числе лидеров среди травм, что неудивительно, ведь первый удар часто приходится на кисти рук. Разрыв связок колена – это одна из самых тяжелых травм с долгим периодом восстановления. У колена сложное и хрупкое строение, подверженное изломам и растяжениям. Перелом бедра. Несмотря на внешнюю прочность бедра, экипировка защищает его не так сильно, и при тяжелом ударе оно ломается. Это тоже частая травма в мотокроссе. Перелом ноги и лодыжки. Если неудачно ковырнуть ногой на высокой скорости, то перелом более чем реален. И, конечно, сотрясение головного мозга. Как уже было сказано, сотрясение сопровождает очень многие падения.
Если вы однажды уже получали сотрясение головного мозга, то в будущем станет намного легче получить повторные. Повторные сотрясения могут привести к долговременной потере памяти, психическим расстройствам, повреждению головного мозга и другим неврологическим проблемам. Добавлю, что помимо переломов и вывихов часто происходят разрывы мягких тканей. Чтобы оставаться на мотоцикле и избежать травм, важно принять меры предосторожности перед поездкой. Оценивайте трассу, свои возможности и риски. Также важно правильным образом реагировать на травмы, если уж они случаются. Не игнорируйте легкие повреждения, пока они не стали невыносимы. На этом все. Желаю вам безопасной езды и удачи на трассах. Берегите себя.